Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему «Как Лукашенко в 90-е решил проблему с ворами в законе и расправился со всеми ОПГ в стране». Лихие 90-е в России люди помнят до сих пор. Это нестабильность, отсутствие денег, работа за буханку хлеба и засилье преступных группировок. В большинстве постсоветских государств дела обстояли примерно так же. Но для Белоруссии беспредел закончился, когда к власти пришел Александр Лукашенко. Он постарался сделать так, чтобы Белоруссия стала самой безопасной страной постсоветского пространства. Да, Белоруссия в самом начале 90-х годов тоже находилась под гнетом преступных группировок. Там тоже были криминальные авторитеты, делились территорией, проходили погромы и разборки. Эта страна для воровского мира стала лакомым кусочком. По территории Белоруссии шли транзитные пути западных стран. В те годы спокойно проехать из Москвы до Берлина на машине через белорусский Брест было невозможно. За каждым поворотом ждали ОПГшники, останавливали автомобили, грабили. Часто на дорогах Белоруссии находили трупы водителей и пассажиров, решившихся на поездку. Если судить по милицейским сводкам, в начале 90-х годов в каждом белорусском районе что ни день, то пропадали люди, и редко кто потом оставался в живых. Расследование преступлений шло плохо, и бандиты оставались безнаказанными. Усиливало беспредел и проникновение в страну так называемых «гостей с юга». Кавказцы проникали в сферу торговли, ловили удачу. Больше всего их привлекала приграничная торговля сигаретами и спиртом из Польши. Кавказцы быстро вытеснили местных с лакомого куска и взяли под полный контроль эту торговлю и челноков, которые привозили товары в Белоруссию. Процветал рэкет, финансовые аферы, проституция, валютные операции, торговля наркотиками, в общем, самый откровенный бандитизм. Жизнь перестала быть спокойной. Всякие авторитеты и воры в законе рвались к тому, чтобы захапать под себя целые сферы деятельности. Кавказцы тоже отставать не хотели. К тому же коронации белорусского варья проходили с участием грузинских лидеров ОПГ. Конечно, на территории Белоруссии было много разных представителей Кавказа, но больше всего чеченцев, особенно в Бресте. Там даже улица, официально называвшаяся улица Богданчука, была прозвана улица Дудаева, так как на ней жили одни чеченцы, порядка 2-3 тысяч человек. Этнические гетто, возникшие в Белоруссии в 1992-1993 годах, дали о себе знать довольно быстро. Сначала кто-то из чеченцев убил школьницу, местные жители подняли волнение. Около гор исполкома собрались молодые женщины, мужчины и стали требовать, чтобы кавказцев выселили из города. Бизнесмены тоже подтянулись, им уже надоели постоянные угрозы и поборы. Горсовет Бреста в борьбу с местными экстремистами втягиваться не стал, просто взял и отменил временную прописку всех представителей Кавказа. Пришлось тем уезжать в другие регионы Белоруссии, так как в Бресте ужесточили паспортный контроль, но постепенно эти меры стали предприниматься по всей стране. В 1994 году в Белоруссии состоялись первые президентские выборы. На первом туре лидера не выявили, а во втором туре победу одержал Александр Лукашенко. У него было 80,1% голосов. Конечно, первому президенту досталась страна, жить в которой было не только сложно, но и страшно. Экономика разваливалась, все структуры опутались преступными кланами. В конце 1994 года там было порядка 150 ОПГ, в каждой трудилось по полсотни и больше человек. Только в 1993 году было совершено больше 100 тысяч преступлений. Для сравнения, в 1988 году меньше 50 тысяч. Люди боялись жить в буквальном смысле слова. Новый лидер страны сразу же стал наводить порядок. В феврале 1995 года за решетку попал Петр Науменко по кличке Наум, самый известный и авторитетный вымогатель в Белоруссии, родом из Витебска. Его обвинили в организации преступной группировки. Тот сознаваться не хотел, потому через несколько месяцев скоропостижно скончался в СИЗО. В документах указали, что был передоз наркотиков. Его место оказалось быстро занято Владимиром Клещом, Щавликом. Но в первые годы своей власти Лукашенко не мог полностью посвятить силы борьбе с преступностью. Тогда ему приходилось также бороться с оппозицией. И криминогенная обстановка поначалу только ухудшилась. К концу 1996 года в стране уже было порядка 300 банд, куда входило около 3000 человек. И в 1997 году они совершили уже 130 тысяч преступлений. Терпение властей лопнуло. В июне 1997 года был принят закон о мерах по борьбе с организованной преступностью и коррупцией и создан Комитет государственного контроля.
И настали для ОПГшников черные времена, началась беспощадная охота за бандитами. Уже через 4 года в республике банды исчезли. Этот факт неоспорим. Его признают все, даже те, кто не приветствует Лукашенко на его посту. Так как же белорусским правозащитникам удалось в столь короткий срок и в непростых условиях завершить такую огромную работу? Ведь с преступностью до сих пор ведут борьбу в остальных странах и толка мало. Кульминацией противостояния ОПГшников стало убийство депутата. В Могилеве руководителем комитета госконтроля был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Евгений Миколуцкий. Он почти сразу же стал вести охоту за водочной мафией. В конце сентября 1997 года депутат то ли в шутку, то ли всерьез сообщил, что по его душу обещали прислать снайпера. 6 сентября 1997 года Миколуцкого ликвидировали. Он вышел вместе с женой из подъезда, сел в машину, и та взорвалась. Супруга депутата с тяжелыми ранениями была доставлена в больницу, а он сам не выжил. Убийство было громким, и если ОПГшники решили устрашить власти, то это им не удалось. Наоборот, именно для бандитов оно имело самые серьезные последствия. На следующий день Лукашенко выступил с заявлением. Преступники долго подбирались к президенту, не получилось. Решили начать с людей, которые были рядом с ним, которые всегда выполняли его волю. Я понимаю, что это вызов, он брошен. Тут на Могилевской земле хочу этой нечисти объявить, что принимаю ее вызов. Запомните, господа, земля будет гореть у вас под ногами. Слишком долго мы размусоливали с этими подонками, и в результате мы теряем своих людей. После расследования было установлено, что в убийстве замешаны и структуры власти. Масштаб размаха преступников был невероятно велик. Президент пообещал, что слежка будет за всеми работниками правоохранительных органов. Для них создадут надлежащие условия работы. 21 октября 1997 года подписан декрет о неотложных мерах по борьбе с терроризмом и другими особо опасными насильственными преступлениями. Документ разрешал правоохранителям задерживать всех, кого подозревали в преступной деятельности, на срок до 1 месяца, при этом не объясняя причины задержания. Преступников обложили по всем фронтам. Особое внимание обратили на трассу Брест-Москва, где мобильные группы занимались ликвидацией бандитов. Возбудили много дел по коррупции, ужесточили паспортный контроль. Потом президент в очередном декрете разрешил применять расширенные полномочия по отношению к опасным преступникам, террористам, а участие в бандитских группах каралось еще жестче. Декрет действовал 4 года, но кроме него применялись другие меры воздействия, которые публично не афишировали. Все это дало отличный результат. При Лукашенко увеличился штат милиционеров. Применяли такой метод борьбы. Правоохранители вылавливали бандитов, которые ездили на дорогих иномарках. Они подходили к ним, когда те останавливались заправить машину, и предлагали пройти в отделение. Если бандит отказывался, то его силой запихивали в багажник, где был распылен слезоточивый газ. Еще один способ – милиционеры в штатском на дорогом авто ездили по трассам, чтобы выловить бандитов, нападавших на обычных шоферов. Они выжидали, пока бандиты сами остановят их автомобиль, а потом просто избавлялись от злоумышленников, экономя госбюджет на суды и следствия. То есть просто пользовались теми же методами, что и сами бандиты. Криминальные авторитеты и склонные к аферам выходцы с Кавказа стали чувствовать себя уж очень неуютно в Белоруссии. Они надеялись переждать правление Лукашенко, но их стали постоянно проверять. Да и белорусы перестали покупать у кавказцев товары, стараясь обойти стороной их прилавки. Сначала вроде кавказцы старались как-то удерживать контроль, но потом стало ясно, жить в Белоруссии невыгодно, и они подались в Россию. К концу 90-х годов в Бресте, например, осталось всего несколько десятков чеченцев. В других городах они тоже исчезли. При этом именно Лукашенко помог чеченским беженцам, когда они хотели перебраться в Европу во время второй чеченской кампании, а там их не приняли. В конце 90-х в Белоруссии стали при странных обстоятельствах исчезать известные криминальные авторитеты. Щавлик, известный в республике лидер ОПГ, вышел из квартиры, чтобы отогнать машину на стоянку, и исчез 10 декабря 1997 года, а его товарищ Александр Тряцевский, или Тряца, просто пропал без вести летом 1999 года. Буквально через год, в 2000 году, возле ночного клуба в Витебске погиб третий влиятельный вор Геннадий Лукашов, Лукаш. Его сняли выстрелом в голову. Тогда же избавились от Сергея Дуброва и Николая Гаева, двух лидеров ОПГ из Мозыря. Первого устранили из снайперской винтовки, из пистолета-пулемета расстреляли второго. Когда Лукашенко приехал в Гомельскую область, там на одном из выступлений президент дал понять, почему исчезли эти бандиты.
Он пообещал, что если где-то в стране кто-то попытается создать бандитскую группировку и посеять криминал, то его найдут и поотрывают головы. Те криминальные авторитеты, что еще остались, хорошо и давно известны органам. И если кто-то из них станет шевелиться, то быстро пожалеет об этом. Постепенно те, кто вовремя не уехал из Белоруссии, пропали. Поговаривали, что их вывозили в леса, куда-то на кольцевую дорогу под Минском. И там беседовали, стреляя над головой. Это принесло плоды. Из Белоруссии умчались даже те, кто долго был непонятливым. В июне 1999 года убийцы Евгения Миколуцкого были приговорены к долгому тюремному заключению. Сейчас большая часть преступлений в Белоруссии носят мелкий или же личностно-бытовой характер. Конечно, за всем уследить трудно, и порой еще случается мелкий шантаж, встречаются коррумпированные представители органов власти, мошенники и прочее. Однако крупных правонарушений в этой стране не было давно. Спасибо Лукашенко за столь крутые меры. Нам бы так. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю России.